Добрый вечер, дорогие, добрый вечер, золотые. Поздравляю всех с Рождеством. Очень символичная дата сегодня для меня, для моей академии. Сегодня у нас сейчас я записываю для вас сотое видео. Поздравляю вас с Рождеством, канун Нового года, волшебнейшее время. Я желаю счастья вам, я желаю вдохновения, я желаю, чтобы ваш путь был наполнен светом, чтобы вы вдохновлялись в каждом моменте, в каждом мгновении, вы чувствовали вот эти мурашечки по телу от вот этого приятного возбуждения, вдохновления в вас, к стремлению к своим целям. Окей, достигли цели, пошли дальше, пошли вперед к новым горизонтам. Хотела бы подвести чуть-чуть итоги. У нас первый сезон Академии, он был более такой трейлерный, да, мы по чуть-чуть прошлись по самому главному, все потрогали, все понюхали, ко всему прикоснулись, все, в принципе, поняли для себя, что разговаривать мы будем с вами по слоям, что слоев много. В одном слое сознание воспринимает по одному информацию, соответственно, действуем мы соответствующим образом. В другом слое это как по классам, это как по, да, курсам, да, по ступенькам, вот так. Когда мы уже достигли, допустим, седьмого слоя, оно же седьмое измерение сознания, что совсем не за горами. То есть мы сейчас очень быстренько пятерочку освоим, просвоим, полетим дальше с вами. Вот. И, соответственно, будет меняться наше мышление, наши действия, наши творения, наши желания, то, что мы захотим творить, да, уже в седьмом измерении, дальше в десятом измерении. Сейчас это будет происходить очень-очень быстро. Итак, по итогам Академии. Надеюсь, что все было приятно, будет все еще намного веселее. То есть этот формат информации, который был в трейлерном таком формате подан, он требовал именно такого формата, немножечко более серьезного. Дальше у нас, так как будут подключаться разные факультеты, то есть это было как бы введение, да, введение в специальность. Так как будут подключаться разные факультеты, допустим, вот у нас факультет мистики, я вам представлю декана факультета мистики, она же ведущий педагог. У нас будет очень много формата интервью во втором сезоне Академии. Это будут гости, это будут ученые, это будут врачи, это будут интересные очень люди, которые прямо как звезды сверкают, уже сверкали, даже в третьем измерении сверкали. Представляете, что они творят в пятом и что будут творить дальше. Это все очень-очень интересные, очень мотивирующие, очень вдохновляющие личности. Вот. Даже в планах у нас прямо совсем-совсем такие звездные личности, но это уже потом попозже. Итак, что вот у нас по итогам? Получала я такие отзывы несколько раз, что вы курите, меня люди спрашивают, я ничего не курю, я не принимаю ничего, что меняет сознание. Я отказалась даже, добровольно отказалась даже от пива, от вина, то есть абсолютно от всего, что может поменять каким-то образом сознание. Да, то есть я прямо даже слежу за этими моментами, то есть как на меня действует, даже когда вот красят лак, то есть вот как вдыхание вот этих паров даже как действует ли, не действует ли, то есть я слежу за чистотой сознания, без какого-либо занудства, без какого-то такого отношения к этому тяжелого, очень легко, классно, клево, потому что на самом деле от всего сердца рекомендую вам чистое состояние сознания. Именно в третьем измерении было по-другому. В этом измерении именно вот в эту чистоту мы принимаем эти вибрации правильным образом. То есть, когда мы пробуем мед, мы не говорим, это гадость, это плохо, то есть меня тошнит, он мне дает аллергию, а мы понимаем, что мед какую пользу нам приносит, какую пользу нам приносит мумиё, прополис, да, мы можем это все пропустить через себя правильным образом с максимальной для себя благостью. Для себя, значит, и дальше передаем, да. Ну а так как все есть я, работая с собой, я моментально несу это добро в мир.
Хотела также поговорить о том, что, да, вы поняли, да, у нас будет новый формат Академии, и он будет очень веселый, очень неожиданный, очень вызывающий, потому что декан факультета мистики 2 дня назад приходила ко мне с планом, и когда я увидела первую лекцию, я, честно говоря, была так немножечко в шоке, что, да, ты думаешь, стоит, пора уже, то есть, она говорит, ну ты что, это наши как бы абитуриенты, это наши студенты, конечно, да. Те, кто остались, как бы для них это не будет шоком или чем-то таким, то есть это будет весело, смешно, и через веселье и радость мы обучаемся только через это. То есть не через какую-либо тяжесть, ничего такого, то, что было в тройке, мы за собой не тянем. Да, значит, что еще хотела обсудить? Вот, последние события. Вчера я вообще не смотрю новости, но вчера получилось так, что меня как бы позавчера, меня призвали к тому, что давай посмотрим новости вместе, происходит что-то такое в Америке, там вот очень много чего летает, все летает. У нас тоже здесь, в Швейцарии, у нас все летает. Очень с 2020 года. Вот с 2020 года, сколько лет уже? 4 года уже летает и летает. То есть в 2020 году началось прям усиленно. У меня вот здесь вид, я вам как-нибудь днем покажу обязательно. У меня потрясающий вид. И звезды на небе, они видны как алмазы. И когда мы только заехали в эту квартиру, я тут же изучила карту звездного неба, что надо мной, какие созвездия, какие рядом. То есть большую медведицу я вижу, они прям как алмазы нарисованы. Вот такое небо, оно черное, и воздух невероятно чистый, кристально чистый. Небо прямо надо мной, мы высоко в горах. И вот это в карту неба просто изучать без телескопа. А мне скоро подарят телескоп. Да, вот мне сегодня сказали, что мне будет такой подарочек, такой шикарный телескоп у меня будет. Вот. Самый мой первый телескоп в жизни мне подарил мой папа. Он сделал его сам для меня. Я была маленькой, и я ходила за папой и говорила, что я хочу увидеть звезды еще ближе, еще ближе. Расскажи мне про эту звезду, про эту расскажи, про эту расскажи. Вот, и папочка мне сам сделал телескоп. Вот, и сейчас вот я получу в подарок свой второй телескоп. Да, и обязательно вам покажу и буду делиться открытиями. А еще папочка меня возил в обсерваторию, за ним приезжали. В тот день у нас, я была в Азербайджане, в этот момент мы были на даче. У нас это Шамаха, это как бы старинная столица Азербайджана. И вот выше в горах, ну это то же самое, что Швейцария, вот по климату, по воздуху, по красоте, да. И вот там село такое, Чухурюр, там жили молокане, сосланные иноверцы. Вот. И вот в этом лаканском селе у нас был дом, наша дача, вот. И на лето мы были все там. И за папой, и обсерватория, она находится именно там, в Перкулях. И вот из Перкулей приехали за папой, он меня, малышку, взял с собой. Мы смотрели на Сатурн, на кольца Сатурна. Кто смотрел на планеты в обсерватории, кто общается с телескопом, да, так на короткой ноге со звездами, те поймут меня, о чем я говорю. Это волшебный мир, это как море, то есть оно разговаривает с тобой, проходит через тебя, оно меняет тебя, так же, как и дорога, в принципе, природа. Вот, итак, по поводу Америки, то, что там все летает. Вот у нас тоже все летает, я сама это все вижу. С 2020 года, когда весь мир объявили на пандемию, здесь у нас в Швейцарии мы не проходили так жестко пандемию, мы просто тусовались, просто никому не надо было работать, все было закрыто, никуда не надо было выходить, и мы сидели партии у этих друзей, партии у тех друзей, и это было как раз летний период, тепло, на террасах, в креслах валялись там кальянчики, кофеечек, что-нибудь такое, фруктики, и мы смотрели на небо, а небо здесь волшебное. И вот смотря на небо, мы все время оп, полетели. То есть первые 2 дня, может быть, мы немножечко удивлялись, но не было ощущения, прочувствования именно состояния шока, состояния удивления, состояния вот этого вау-эффекта. Его не было, просто вот такое было у нас состояние. И вот так вот как-то раз за разом, наблюдая себя по отношению к этому, немножечко завораживающее чувство было, что тебя как будто заворожили. Вот мы стояли, смотрели, вот оторваться не могли, мы переставали разговаривать, на что-то отвлекаться, мы просто вот как бы выходили в это, следили за этим, очень внимательно смотрели за этим всем.
И вот у нас все летало, летало, мы к этому вообще спокойненько так попривыкли, и даже как-то и забыли. Но вот на днях, когда я была на вечерней прогулке, я заметила другое излучение, другое, оно было другим. И остановилась, я даже брату позвонила, вот этот момент ему попыталась вот так передать, даже на видео попыталась записать. И когда я записывала на видео, обычно ты даже не вспоминаешь вот про телефон, про камеру, про кому-то рассказать. Ну вот как бы ты проходишь красивое дерево, да, может быть, вытащишь телефон, сфотографируешь, а может быть, и как бы насладишься этим сам, и поделишься потом просто настроением, вдохновением с людьми, да, но не будешь останавливаться, тормозиться в этом моменте. Вот, и в принципе так оно и происходит. А вот в тот день я остановилась и даже записала на видео, и я пыталась даже увеличить. И вот когда я пыталась увеличить, мне чуть-чуть как будто прошел такой момент, что мне что-то вот как будто внутри меня сказала, что это как мне напоминает это больше плазму, либо электрический объект, то есть работа электричества. Но у меня нет ощущения, что это какая-то металлическая конструкция, что это какая-то жесткая конструкция. Я скорее бы сказала бы, что это энергия. Ну вот я с братом говорила, и я говорю, это точно не дрон, это точно не самолет. У нас здесь дроны летают повсеместно, днем, вечером, ночью, то есть повсеместно, у всех дроны, как бы постоянно везде дроны, да, то есть это самолеты также, вертолеты также, да, мы привыкшие как бы к этому, я опознаю вам любую звездочку на небе, настолько я хорошо знакома с небом, то есть с созвездиями. Если созвездие даже по-другому начинает мерцать, чуть-чуть оттенок излучения меняется светового, то я уже этот момент улавливаю. То есть это не что-то такое вот, такое, я давно не смотрела на небо, и мне что-то показалось. Нет, мне ни в каком плане не показалось. На днях излучение было другим. Вот два как бы объекта вот таких, но я их для себя поняла как энергетические. То есть не знаю, летающие тарелки, это не летающие тарелки, это то есть вообще как трактовать летающую тарелку, да, но если в общем понимании слова, что это как бы жесткая конструкция, там с диванами внутри, с пультами управления, с дверьми, то нет. Нет, вот то, что видела я на днях, вот два конкретно друг напротив друга объекта, нет, это не жесткая конструкция. А примерно месяц назад в своих соцсетях я выставляла прямо у меня над головой, пролетела вереница, я успела позвонить домой, мои выскочили в окно, сначала в одно посмотрели, потом побежали в конец другой квартиры в другой конец оттуда посмотрели, и вот прям вот так, как ожерелье вот такое вот летело. И вот от него тоже было очень волшебное ощущение. Но по нему у меня не было ощущения, что это сгустки энергии какие-то, которые вот просто сиянием таким видны. А то, что видела на днях, именно сгустки энергии, отдающие сиянием. И вот 2 дня назад меня как домашние позвали, что давай посмотрим новости, посмотрим, что происходит в Америке. Люди, вот правительство, президент выступает, правительство выступает, мэры выступают. Мы всех посмотрели, в принципе, всю информацию, то, что мы нашли в интернете, мы все посмотрели. Вот, а то, что люди снимают, говорят, девочка там одна прямо у себя во дворе с окна, очень близко, у них это очень близко. То есть то, что по видео в основном, это намного ближе, чем то, что у нас я здесь вижу, намного ближе. Вот, и что я хочу сказать. Вот это лично от меня такая рекомендация, такой совет, то, что буду теперь делать я, вот, я этого не делала раньше с этими объектами, а теперь и вас как бы тоже в это же приглашаю, тех, кто хочет. То есть те, кто хочет, но не знает пока, что делать. То есть я изучила эту тему со всех абсолютно сторон, не только пропуская через себя, а вот за эти 2 дня прямо вот от и до вошла в эту тему. И что я вам скажу? Я буду по такому простому алгоритму действий. И если хотите, можете использовать, пожалуйста. Нужно поздороваться, нужно спросить, что ты мне хочешь передать,
какую энергию я могу принять, что я могу принять, передай мне во благо миру, то есть я дальше. Они добрые, они очень добрые, невероятно доброе излучение. Я чувствую небольшие изменения частот во всем, в помещении, в людях, в предметах, в пространстве, в пустом пространстве. Они невероятно добрые. Вот, по крайней мере, те, кто сейчас над нами. Я не знаю, вот из какой страны вы меня смотрите. Расскажите, поделитесь, что у вас происходит. И будьте уверены, я не курю. То есть мне даже смешно об этом говорить, что вот в такое время, что можно было бы что-то вот употреблять такое, да, просто пропускать. Это все, что взять и проспать Новый год, когда весь мир танцует, поет, кайфует, когда эта энергия просто вихрями кружится, взять и вот как бы проспать Новый год. Но по мне, так это как по меньшей мере просто глупо. А я девочка умная. Так вот, не курите, пожалуйста, не курите, не пейте, не принимайте сейчас ничего. Это невероятно то, что мы сейчас проживаем. Состояние вот этого наслаждения и удовольствия от этих частот, оно вам понравится настолько, что вы потом даже не вернетесь к какого-либо допинга. Как даже большие количества спорта, это допинг, мощный допинг. То есть даже к этому, к вот этим физическим большим нагрузкам, когда организм вот такой легкий режим удовольствия, такой кайфовый переход, даже это вам не понадобится. Такое волшебство сейчас на нас спускается сверху, по моим ощущениям сверху. Возможно, оно 360 уже идет, но вот как будто вот все еще, как будто вот да, сверху много чего такого спускается. Вот. И значит, поздоровались, по такому алгоритму идем, поздоровались. Что я могу принять? Покажите мне, как бы соразмеримо мне, да, моему капацитету, что я могу воспринять, переработать. А работа с нами идет очень мощная. То, что по моим наблюдениям снов у нас уже нет, может быть, никогда и не было, но у меня как бы было все-таки ощущение по снам иногда. Иногда было ощущение, что сон это просто как бы сон. А 90% было ощущение, что идет работа. Со мной во сне идет работа. Даже вот в 2012 году, когда я жила уже здесь, в Швейцарии, у меня был сон невероятнейший, просто сон по силе, мощи своей энергетической. И я там спрашивала, говорю, что это вы делаете, что вы в меня загружаете, что происходит, объясните, 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 что это за пакеты. И мне сказали, что вот даже вот вижу, в человеческих обличиях, да, там было много как будто вот людей, и они мне сказали, в нужный момент будет происходить распаковка, в нужный момент дар будет раскрываться, дар будет распаковываться, знание будет распаковываться, знание будет раскрываться. Не бойся, не сомневайся. Вот так мне было сказано. Неси смело в мир. Ты будешь вот тем самым таким стабильным проводником, таким стабильным лучом добра. И я подумала, ну да, конечно, ага. То есть я буду брать на себя вот эту ответственность, я за себя-то пока еще ее не беру, буду ответственность брать за людей, то есть в таком количестве как бы не так. Но, как видим, так. Итак, господа, алгоритм простой. Поздоровались, спросили, сколько я могу принять, чтобы передать дальше. Расслабились. Это может быть легкой медитацией. Это может быть вообще моментом такого легкого момента доверия самому себе, что ли, вот без скептицизма, без вопросов внутри себя. То есть чистоту дайте. Как только включается момент недоверия, скептицизма, все, блоки, вы ставите блоки, вы закрываете двери закрыли и говорите, а как это, а где, вот там чудо происходит, вот тут чудо происходит, а что-то со мной не происходит. А почему? А потому что двери закрыты. Двери открываем максимально. То есть вот эти блоки внутри себя открываем и очищаем. Я всех приглашаю после каникул. Академия счастья вернется к вам. Приглашаю вас на второй сезон. Он будет мега интересный. Третий тоже будет очень интересный. И пятый, и шестой, и седьмой. Все сезоны будут очень интересными, познавательными. Все будут разными, в разной концепции. В принципе, как и мы. Мы же тоже разные. Через минуту мы уже другие. Мы уже какие-то не такие, как вчера.
Вот. И мы идем в ногу со временем.